Люблю я такой спонтанный формат видеороликов по вашим заявочкам. Опять же, поступил вопросик, идея для видео, я тут же вам его снимаю, потому что у меня есть, в принципе, список идей, там, не знаю, около 30 видосов вперед. Но когда вы пишете, это очень приятно, это очень круто, и я люблю вам снимать именно по заявкам видосы, поэтому сегодня именно такой видос. Сегодня поговорим с вами о том, как красить миниатюру непосредственно собранную, или все-таки лучше прямо в разобранном виде, а потом склеивать и красить так. Многие не знают, многие думают. Сегодня я вам расскажу, зачем применяется и тот вариант, и кому это будет полезно. Предлагаю начать с разобранного варианта. Зачем вообще нужно красить разобранные, какие есть преимущества? И первое преимущество, которое получает разобранная миниатюра, то есть это конкретно, сейчас у меня здесь приготовлено, я не часто крашу именно разобранные миниатюры, потому что на то есть свои причины, это не очень удобно и все такое, лично мне. И зачастую миниатюры я крашу для настольных игр, потому что в последнее время вот что-то они и вот Ваха. Но ее собирал заказчик, поэтому вот эту вот Ваху собирал заказчик, поэтому я не парился, собирать ее или нет, потому что она уже была собрана и отоблоена. А если красить в разобранном виде, так, ну это уже более-менее собранная. Но это вот собранная, но все равно не до конца композиция. Это от Артели В. Видео, кстати, есть на канале данного видеоролика. Ну вот в разобранная, вот, например, вот броня, которую я буду красить. Еще не придумал как, наверное, приклею на что-нибудь и покрашу. Потом отклею и соберу все вместе. И зачем же это все делают люди? Для того, чтобы улучшить детализацию миниатюры именно, чтобы подлезть в самые труднодоступные места и сделать просто качество на максимум. Если перед вами стоит цель сделать максимально круто, максимально качественно и максимально детализированно, ваш вариант это красить в разобранном виде, а потом склеивать миниатюру. И отсюда второй плюс, который я считаю важным и который подскажет вам, красить вам эту миниатюру в разобранном виде или все-таки собрать ее. Это то, что можно подлезть в самые труднодоступные места. Это, опять же, помогает детализации, но и также улучшает весь покрас в целом, потому что вы просто красите все места, даже вот там, где супер трудно подлезть, вы делаете там свой максимум и красите хорошо, и красите везде однородно, а не красите вот здесь вот, а вон там вот где-то между ног не докрасили. Ну, это допустимо, потому что, ну, не знаю, новички, так я знаю, часто делают, то есть пропускают какие-то места или еще что-то. В принципе, то место не особо в глаза бросается, может там и схалтурить. Но если перед вами стоит цель сделать свою работу на максимум, сделать крутую миниатюру, покрасить просто хорошо, 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 то, или даже выше, чем хорошо, то вам, конечно, стоит красить в разобранном виде и впоследствии собрать ее, и у вас будет красивая миниатюра. Но ну, здесь опять же вопрос, из какого места у вас растут руки, потому что можно и накосячить на моменте сборки, и это как раз таки минус красить в разобранном виде, потому что помните, что после того, как вы офигенно покрасили, у меня палец застрял, офигенно покрасили все детали миниатюры, вам ее нужно собрать. И на этом этапе можно все запороть. И нужно сделать аккуратно, осторожно, не спеша. И тогда, быть может, у вас получится хороший результат. Но опять же, надо помнить о аккуратной сборке. Это очень важно, и это, конечно, главный минус. Но за сборку вы платите красивой детализацией, которая во многих миниатюрах, конечно, стоит того, чтобы рискнуть и потом попробовать собрать миниатюру. Я думаю, если вы собирали уже не одну миниатюру, или как я уже не один десяток миниатюр, то вам это не будет какая-то большая преграда. Поэтому красьте в разобранном виде, а потом собирайте. Так, и все наоборот, просто с ног на голову переворачивается, когда вы красите собранную миниатюру. А именно,
Из плюсов вы не паритесь над сборкой. Единственное, что облой. Но облой нужно убирать и на миниатюрах, которые вы не склеили еще. Да, вы не мучаетесь со сборкой, миниатюра уже собрана, и вы просто красите, как она есть, и вы ничего с этим не поделаете, если вам... Ну, если просто, ну, не знаю, большинство, наверное, процентов 95 своих миниатюр, то есть вообще прям почти все, может, вот из 50, что я красил, ну, так, на скидку, ну, сколько там, ну, не знаю, 5 не собирались, грубо говоря, и красились в разобранном виде. Ну, или там даже меньше, штуки 3, может, 2, потому что опыта у меня в этом немного, потому что я предпочитаю красить сборные модели, это как-то проще и, не знаю, как-то мне ближе, поэтому всегда я крашу, почти всегда крашу только собранные модели. То есть, конечно, ну, смотря перед вами какая цель, у меня нет каких-то супер-пупер ожиданий. Вот у меня единственное, что вот эта вот миниатюра от Артели В, вот на нее вот хочу ее сделать на максимум. Вот прям на максимум. Не то, что все остальные я делаю спустя рукава, но просто ее хочу сделать красивой. Поэтому ее буду красить в разобранном виде, а все остальные, ну, собранные. Ну, если вы красите собранные, это не значит, что у вас получится гораздо хуже. Опять же, здесь от скилла многое зависит, и, конечно, решать вам. Короче, плюс собранной миниатюры в том, что ты не паришься, просто красишь, как оно есть, и все. А минусы, конечно, тебе будет сложнее подлезть, например, там у Space Marine там какой-нибудь бластер подлезть будет тяжело, под плазма короче, оружие любое, которое будет так, например, на груди и держит миниатюра, под него будет сложнее подлезть, и покрасить там как-то более детализированно не получится. Хотя как в разобранном виде у вас получится сделать это просто офигенно со всех сторон, даже с той, с которой зритель потенциальный, да, или просто вы с полочки своей не сможете, то есть, заметить каких-то отличий. Но в любом случае можно покрасить по-разному. Можно, если прям супер запариться, супер тонкие кисточки, то можно сделать хорошо. Или опять же там заморочиться и перекрашивать, если куда-то залез. Но мне кажется, все равно в разобранном виде. Еще, кстати, строение миниатюры влияет. Строение миниатюры. Если у вас как раз таки вот о чем я и говорил. Если у вас как-то оружие закрывает, или просто в целом какая-то миниатюра не самая удобная, какая-то поза интересная или еще что-то, то да, лучше покрасить даже, может быть, некоторые элементы отдельно. Не всю миниатюру конкретно прям по кусочкам там, конкретно, например, оружие отдельно, руки отдельно покрасить. И это тоже вам может помочь, потому что красить все вместе при сборке вам может быть потом затруднительно и не очень удобно. Поэтому имейте это в виду, что можно красить в разборку не только всю миниатюру, но и некоторые ее не самые удобные элементы. А так, конечно, решать вам. Все зависит от сложности миниатюры и от множества факторов, и целей, которые стоят перед вами и которые вам нужно решить. Либо вы делаете все супер детализированно и красите в разборе, но потом страдаете при сборке. Либо спокойненько собираете и красите ее, но красите чуть-чуть похуже в тех местах, где не достает кисть, то есть где будет сложнее подлезть, там будет, конечно, результат чуть-чуть похуже. А так решать вам. С вами был Даниил, это Цитадель Покраса. Пишите свои идеи для новых видео в комментариях, можете написать мне их в Инстаграм или в группу ВК, мы есть и там, и там. Поэтому жду вас. Всем спасибо за просмотр, еще увидимся.